Серые стены, звуки шагов и звон ключей. Тюрьма города Хеймпорт жила своей холодной, бездушной жизнью. Среди офицеров выделялась одна — Клэр Моррис, женщина с 20-летним стажем. Она не жалела никого. За эти годы видела слишком много. Ложь, слезы, манипуляции. Сострадание умерло в ней давно. Но один заключенный был не таким, как остальные. Камера 47, Леон Маршалл, пожизненно за убийство. Он не кричал, не спорил, не просил, только рисовал. На стенах, на старых упаковках, на обрывках бумаги всегда небо. Утреннее, вечернее, звездное. В каждом рисунке было что-то живое, будто он пытался вспомнить дыхание свободы. Однажды Клэр получила медицинское заключение. У Леона последняя стадия рака легких. Остались дни. Она закрыла папку, и впервые за много лет ее рука дрогнула. Вечером она подошла к его камере. Леон лежал, бледный, с тусклым взглядом. «Если хочешь что-то сказать, говори сейчас», — сухо произнесла она. Он повернул голову и тихо сказал: «Хочу увидеть небо. Настоящее. Без решеток. Хоть 5 минут». Это было невозможно. Ни один начальник не разрешил бы такого. Но в его голосе не было хитрости, только простая просьба умирающего человека. И тогда Клэр поняла: долг не всегда приказ. Иногда это человечность. Наутро она вошла в кабинет начальника. «Прошу разрешить вывести заключенного за периметр», — сказала она. Тот нахмурился. «Вы с ума сошли? Это смертник. Он не сбежит. Он едва дышит. Он просто хочет увидеть небо». После долгой паузы начальник тяжело вздохнул. «Если берете все на себя, я этого не видел». Через час у задних ворот стояла каталка. На ней Леон, укрытый серым одеялом. Его глаза ожили. Машина вывезла их за пределы колонии, к небольшому холму за городом. Там не было стен, только поле и бескрайнее голубое небо. Клэр помогла ему приподняться. Он вдохнул, словно впервые. «Здесь пахнет жизнью», — прошептал он. «Я почти забыл этот запах». Они сидели рядом, не говоря ни слова. В эту минуту он был не преступником, а просто человеком. «Почему вы это сделали?» — тихо спросил Леон. «Потому что ты не просил свободы. Ты просил увидеть небо». На закате Клэр отвезла его обратно. Леон был спокоен, слабо держал ее за руку, словно боялся отпустить мир. Утром Клэр узнала, что он умер во сне. На его груди лежал рисунок: солнце, трава и женщина в форме рядом с мужчиной в кресле. Он ушел не из тюрьмы, а из жизни с благодарностью в сердце.